Проблемы и сложности, которые возникают при планировании и изготовлении собственной кухни, вполне можно решить самостоятельно. Так как же разместить полнофункциональную кухню в минимальном пространстве на 4,5 квадратных метрах? Всем привет! Это пошаговое видео о изготовлении самой сложной и главной комнаты в доме – кухни. В нем мы на собственном примере покажем все этапы от планирования, отделки, изготовления и финального обзора готовой кухни. А также посчитаем ее финальную стоимость и поделимся всеми строительными секретами, которые мы использовали. Усаживайтесь поудобнее, это время ты проведешь с пользой. Планировать функциональность и размещение кухни в идеале начинать еще на стадии проектирования дома. Так для нее можно выбрать оптимальное место и задать необходимый размер. В нашем варианте оптимальным местом для размещения кухни оказалась северная часть дома, которая находится максимально близко возле входа в дом. На выбор размера кухни влияет два основных требования, которые в итоге определяют ее функциональность. Нужно задать себе вопрос, будет ли кухня использоваться только для приготовления пищи или также для ее потребления. Наша кухня, которую мы с супругой изготовили в своем доме, выполняет обе эти роли. На ней мы и готовим, и едим. Оптимальный размер для нашей кухни мы выбрали в 7 квадратных метров. А в этом бюджетном доме, который мы помогаем строить родителям, кухне была определена роль сугубо для приготовления пищи. Так как дом изначально очень маленький, а отец с матерью хотели оставить побольше места для гостиной, под кухню было решено выделить минимальное пространство, но чтобы она при этом была полностью функциональной и удобной. Ее внешние размеры 210 на 210 сантиметров, примерно 4,5 квадратных метра. В этом пространстве мы разместим все необходимое. После возведения коробки дома в продолжение работ по кухне стало подведение к ней воды из скважины. Об этой работе, как в принципе и обо всех предыдущих работах по этому дому, на канале уже есть подробные видео. Ты можешь их посмотреть. Под самой кухней выполнили разводку канализации. И хотя на кухне будет всего лишь одна точка подключения к канализации, это кухонная мойка, но под ней также проходит канализационная ветка для туалета на первом этаже, а также на кухне будет присутствовать канализационный стояк, ведущий на второй этаж. Кухня, как и весь первый этаж, будет отапливаться водяным теплым полом. Учитывая его облицовку в будущем керамогранитной плиткой, это одно из лучших и практичных решений для пола на кухне. Каркасная деревянная перегородка получилась у нас слишком тонкой, чтобы спрятать в ней канализационный стояк. Мы скроем его кухонными шкафами. А также на кухне разместится часть системы водоснабжения. Это гидроаккумулятор с автоматикой и фильтра для воды. Все это разместится под кухонной мойкой, так что доступ для обслуживания сохранится. Сам же насос мы разместили в приямке возле скважины. Так как дом небольшой, выделять отдельное инженерное помещение типа котельни не было смысла, поэтому и всю систему отопления мы разместим здесь же, на кухне. До отделочных работ по кухне мы также проложили всю электропроводку. Часть электропроводки будет вмурована в стены, а часть будет проложена внутри каркасных перегородок. Из-за наличия электрокотла, электроплиты и других приборов, кухня является самым прожорливым электропотребителем, поэтому на сечении кабелей здесь мы не экономили. Перегородки и потолки мы обшили влагостойким гипсокартоном. Это полностью отгородило кухню от общего пространства. И хотя я советовал родителям сделать кухню более открытой, как в нашем доме, чтобы вся небольшая площадь первого этажа просматривалась и визуально смотрелась больше, у мамы на этот счет были более традиционные взгляды, поэтому она выбрала себе закрытый вариант кухни. И в этом есть свои плюсы. Кухонный бардак можно будет легко спрятать от внезапно пришедших гостей. Малярные работы на кухне коснулись только потолка. Стены и полы мы будем облицовывать плиткой. Для вытяжки над плитой мы заранее предусмотрели вент-канал. Соединили 3 коронки по дереву и с их помощью легко просверлили отверстие в газобетоне. Правда, процесс этот проходил не очень быстро, так как коронки углублялись в газобетон за раз всего лишь на 3 сантиметра, а материал приходилось выбирать с помощью стамески.
По сути, отдельной полноценной системы вентиляции для дома мы изготавливать не планировали. Такой же вытяжной вент-канал мы просверлили в санузле на втором этаже и в санузле под лестницей. В них мы установим электровентиляторы, и вместе с вытяжкой на кухне это и будет вытяжная вентиляция, которая будет удалять воздух из помещения. Приток же свежего воздуха будет поступать от открывания входной двери при проветривании окнами и от неплотностей клапанов этих же вент-каналов в момент их простоя. У меня была идея сделать здесь самодельный бюджетный рекуператор для вентиляции, но я решил подождать практических результатов по системе отопления и по теплопотерям дома в целом, чтобы понять, какие счета будут приходить зимой за электричество, которым дом и отапливается. Родители уже прожили в этом доме 2 зимних месяца, и хотя на удивление эта зима была достаточно щадящая, у нас уже есть положительные результаты, которыми мы поделимся в ближайшем видео. Ведь минимализация коммунальных платежей как раз и была основной причиной строительства этого дома для 2 пенсионеров. В холодное время года в вытяжной вентиляции всегда происходит конденсация влаги. Для защиты от нее газоблока в отверстие мы вклеили пластиковые трубы. Для их фиксации использовали монтажную пену, а сами трубы устанавливали под углом, чтобы конденсат имел возможность стекать на улицу. С уличной стороны мы установили вентиляционные головки с обратным клапаном. И хотя этот клапан не имеет идеальной герметичности, но все же с набегающим ветром он справляется. Перед укладкой плитки все поверхности на кухне мы прогрунтовали грунтом глубокого проникновения. На пол мы уложили керамогранитную плитку с размерами 600 на 600 мм. Эту плитку мы укладывали одним этапом на весь первый этаж. Раскладка плитки совпадает и отсутствует порог в дверном проеме, что и выглядит красиво и очень удобно. На стены мы будем клеить обычную керамическую плитку. Начинаем клеить плитку со второго ряда, так как его легко можно выровнять с помощью лазерного уровня и подпереть металлическим профилем. При укладке плитки на ровное основание никаких особенных навыков не нужно. Плитка укладывается просто и быстро. Для нанесения клея использовали 8-мм гребенку. Горизонтальные швы равняли по всему периметру с помощью лазерного уровня. Толщину швов корректировали с помощью 3-мм крестиков, ну а общую плоскость равняли при помощи пузырькового уровня. Если у вас кривые стены и нет опыта укладки плитки на ляпухе, то будет проще изначально выровнять стены, приклеив тот же гипсокартон, а уже после клеить плитку, нанося клей гребенкой. Отверстие в плитке мы высверливали с помощью вольфрамовой коронки. Вставленный внутрь поролон, смоченный в воде, постоянно подает в зону трения небольшое количество воды, которое облегчает весь процесс сверления и продлевает жизнь коронки, не давая ей перегреваться. Кроме фартука, в плитку мы укладывали на все видимые части стен. Те части стен, которые будут закрыты кухонными шкафчиками, оставили как есть. Даже если в будущем будет происходить какой-нибудь кардинальный ремонт с перепланировкой, то логичнее всего и вся плитка на стенах также будет меняться. Так что мы не увидели никакого смысла клеить плитку в закрытых местах. Собирать кухонную мебель мы будем, конечно же, сами. А где покупать комплектующие для кухни мы уже знаем. И это проверенная нами ранее компания VR. Именно там мы приобретали комплектующие и для кухни в нашем доме. И после года ее эксплуатации мы можем дать позитивную оценку как качеству плитных материалов, так и надежности всех комплектующих. Поэтому родителям мы посоветовали также воспользоваться услугами именно этой компании. Из плюсов VR я бы выделил огромный ассортимент, доступный в наличии. От разнообразнейших плитных материалов, изысканной фурнитуры до всевозможных мебельных комплектующих. Все это доступно и можно подобрать под любой кошелек.
Понятный сайт, быстрое обслуживание и самый главный плюс – удобный конструктор заказов VR Pro. Буквально за пару минут, задав основные параметры, можно легко сконструировать любой кухонный шкафчик или другой предмет мебели. И на выходе получить размеры всех требуемых заготовок и самое приятное их итоговую цену. А если она вас не устраивает, например, вы хотите влезть в определенный бюджет, то здесь же в программе можно задать другой материал, при этом достичь приемлемой для себя стоимости. Если подобные услуги вам нужны, рекомендую. Для боковин шкафчика мы выбрали серый цвет. Такой же серый будет и столешница под шлифованный бетон. Да, кстати, ссылки на материалы, которые мы используем, мы оставим в описании. Соединять детали будем с помощью стяжки конфирмат. В деталях для них уже высверлены все отверстия. Все детали пронумерованные, так что особенных проблем с их сборкой не возникло. Хотя площадь кухни сравнительно небольшая, но собранные шкафчики заняли почти всю гостиную. Мы планируем использовать по максимуму все свободное пространство в кухне, чтобы добиться максимального объема мест для хранения. По сути, у верхних шкафчиков будет два уровня. Первый будет находиться в легкой доступности, ну а второй уровень будет использоваться для продовольственных запасов или вещей не первостепенной надобности. И чтобы добраться к нему, нужно будет воспользоваться табуреткой. Да, возможно, с точки зрения комфорта это будет небольшим минусом, но в минимальном пространстве это необходимость. На каждой стороне над столешницей на фартух мы установили по двойной розетке. Этого будет достаточно, чтобы подключить необходимое количество кухонного оборудования, учитывая, что холодильник, электроплита и духовка будут иметь собственное отдельное подключение. Основным освещением на кухне будет пара врезных потолочных светильников. На задней стороне шкафчика, который будет висеть над плитой, мы заранее выпилили выходное отверстие для вытяжки, а также отверстие для питающей ее розетки. Для надежного навешивания шкафчиков на задней стенке мы сделали соответствующие усилители из небольших выкроек фанеры толщиной в 10 мм. Торец фанеры по заранее засверленным отверстиям прикрутим к боковине шкафчика с помощью 3 саморезов. Таким же количеством саморезов прикрутим фанерную выкройку и к верхней плоскости. Таких усилителей будет достаточно, чтобы шкафчик выдержал серьезную нагрузку. С навешиванием шкафчиков на гипсокартонную стену проблем нету. В ее основе стоит деревянный каркас. Сфотографировав его заранее, я точно знаю, куда вкручивать саморезы. А вот с фиксацией навесных шкафчиков на наружную газобетонную стену есть некоторые нюансы. Обычные дюбеля в газобетонной стене держатся плохо и с подобной нагрузкой не справятся. Но у нас уже есть проверенное решение. В одном из прошлых этапов мы использовали самодельный дюбель, сделанный из черенка лопаты и посаженный на монтажную пену. Мы использовали их для фиксации батарей на втором этаже, и испытания их на прочность показали, что они выдержат не только вес нагруженного шкафчика, но даже вес 2 человек. Сейчас же мы поступим подобным образом, только донором теперь станут грабли.
Под черенок подбираем перьевое сверло на 3-4 мм большего диаметра. Черенок в отверстие должен входить свободно с зазором по кругу в пару миллиметров. Также важно хорошо вычистить от пыли отверстие, для этого я использовал трубку. Процедура эта крайне неприятная, и когда я ее доделал, оказалось, что у нас был пылесос, и надо было воспользоваться как раз им. К каждому черенку мы прикручиваем небольшой фанерный прямоугольник. К этой фанерной выкройке как раз и будут прикручиваться шкафчики. Проверив подгонку, отверстие заполняем монтажной пеной. А после сминаем пену с помощью стержня, втирая ее в поверхность. Таким образом мы качественно заполняем поры газобетона клеем, увеличивая адгезию. Эту процедуру повторяем 3-4 раза. Таким образом пена будет плотнее и после застывания не будет сминаться под нагрузкой. Для лучшего контакта пеной также стоит прогрунтовать сами черенки. После вставляния черенков в отверстие их стоит зафиксировать парой саморезов, чтобы расширяющаяся пена не выдавила их наружу. Толщина фанерных вставок в 10 мм также выравнивает плоскость под шкафчики, задавая единую плоскость с уже приклеенной настенной плиткой. Основой под нижние тумбы будет цоколь, который мы изготовим из полос ламинированного ДСП. В нашем случае цоколь имеет сложную форму, так как огибает часть системы водоснабжения. А также мы немного нахалтурили с вводом воды в дом. Когда отец прокладывал трубу водоснабжения, я указал ему габариты кухонных тумб в 60 см. В этих габаритах и нужно было вывести трубу. Но он понял меня буквально и вывел трубу на 60 см. Поэтому она выступает за цоколь и будет даже видна на лицевой части. Установив тумбы, мы примеряем и подгоняем к ним столешницы. Шкафчики фиксируем обычными саморезами, закрученными через фанерные вставки. Для огибания отопительного оборудования вырезаем соответствующие проемы. Разметку отверстий под раковину и электроплиту делаем прямо на месте. Ну а для более удобного вырезания этих отверстий мы все-таки сдемонтировали столешницу. Выступающие края на раковине и электроплите перекроют резанный край, поэтому отверстие вырезаем грубо с помощью ручной циркулярной пилы. В углы циркулярка не доходит, поэтому здесь подрезаем электролобзиком.
Плиту и раковину приклеиваем к столешнице с помощью аквариумного силикона. А чтобы в углах не скапливалась влага и грязь, мы их также заполняем тем же аквариумным силиконом. Малярный скотч помогает в этом процессе сделать кромки ровными и аккуратными, а также не испачкать поверхности. Аквариумный силикон клеит значительно лучше от обычного, при этом стоит значительно дешевле от того же полиуретанового герметика. Для ящиков мы использовали шариковые направляющие полного выдвижения. Выровнять их при монтаже удобнее всего с помощью лазерного уровня. Вообще все пространство в нижних тумбах, где это возможно, мы будем заполнять выдвижными ящиками. Организовать с ними удобный доступ и хранение значительно проще, чем с полками. Да, хотя это решение и будет более дорогим, но за многие годы эксплуатации вы это оцените. Плавная дотяжка полок – это скорее элемент комфорта, чем необходимость. Но все же при закрывании нагруженного ящика она возьмет всю нагрузку от удара на себя, при этом полностью избавит от шума. Примыкание столешницы по периметру к стенам мы также заделываем силиконом. И теперь на столешнице не останется ни одного места, подверженного разрушительному воздействию влаги. Под кухонной мойкой осталось достаточно места для обслуживания системы водоснабжения, а также замены фильтров. Еще и осталось свободное место для размещения пары мусорных ведер. В шкафчиках, перекрывающих систему отопления, также осталось много свободного места для хранения. Естественно, при обслуживании системы отопления их все-таки придется разгружать. В небольшом пространстве для кухни параллельное размещение столешниц и навесных шкафов является оптимальным. Г-образное или П-образное размещение кухонной мебели не позволяет комфортно использовать места для хранения в углах. Ну а к столешницам в углу и вовсе не получится нормально подступиться. Вытяжка над плитой будет врезной. Для маленькой кухни это оптимальное решение, так как, установив полочку над нею, место в шкафчике останется функциональным. Мы использовали строгие ровные фасады без фрезеровки, белого цвета с матовой текстурой. В интерьере такие фасады смотрятся минималистично и стильно, при этом не концентрируя на себе излишнего внимания. Я все же советовал маме выбрать фасады наподобие наших с серой матовой текстурой под камень, а не менее марки, и это было бы лучшим решением с точки зрения практичности и уборки. Но прошлая кухня у мамы также была белого цвета, поэтому она решила не нарушать традицию. На всех распашных фасадах мы будем использовать петли с плавной дотяжкой. Они также смягчают удар при закрывании. Большинство современных петель имеет удобную регулировку в 3 плоскостях, а также удобную функцию монтажа и демонтажа дверцы буквально в один прием. Засверливать углубление под мебельную петлю проще всего с помощью свердла Форстнера. Общий полезный объем всех верхних шкафчиков, а также нижних тумб составил 2500 литров. Этого вполне достаточно даже для семьи из 4 человек, ну а для 2 пожилых людей даже с запасом. Плиту с духовкой рациональнее всего разместить в самой дальней непроходной точке на кухне, так как в одночасье ею будет пользоваться в основном только один человек, а вот холодильник с мойкой желательно разместить поближе к входу, так как к ним на кухню будут бегать значительно чаще, и так эти прохожие будут меньше мешать хозяйке. Из разновидностей ручек мы выбрали хромированные рейлинги, в этом простом дизайне они смотрятся лаконично.
Изготовление кухни проходило у нас весело и без особых трудностей. Из всех работ по строительству дома, работу над кухней я бы характеризовал как приятную. Но если вы не хотите заморачиваться с подобной работой или высоко цените свое время, то можно воспользоваться сервисом VR Bazaar. Это площадка для поиска мебельных мастеров, которая запустилась относительно недавно. Задав там основные параметры вашей кухни, а также количество бытовой техники, на выходе получим ориентировочную стоимость и перечень мастеров, готовых выполнить ваш заказ. Если для вас это будет интересно, ссылку я оставил в описании. Кроме основного потолочного освещения, мы также решили добавить местную подсветку рабочей зоны над столешницей. Ну а теперь о затратах на кухню. Стоимость материалов, затраченных на напольную плитку, малярку потолка, а также основных инженерных систем, мы уже озвучивали в прошлых видео о этих этапах. Ну а стоимость всех остальных материалов, которые включают настенную плитку, все мебельные заготовки с фурнитурой, освещение с электрофурнитурой, сантехнику и бытовую технику, составила $2049. Естественно, большую часть от этой суммы потянула бытовая техника, но без нее кухня не была бы функциональной. И хотя почти половина бытовой техники, такие как холодильник и электродуховка, у родителей переехали из старого дома и уже присутствовали, в этих подсчетах я учел стоимость их новых аналогов. И теперь суммарные затраты на весь дом на данный момент составляют $13 400. На работы с кухней, начиная от укладки плитки на стены до полного завершения, мы с супругой затратили 8 дней. А что бы вы сделали на подобной кухне иначе или как бы ее усовершенствовали? Обязательно напишите свои мысли в комментариях. Ваш совет может помочь не только нам, но и другим. Если ты считаешь, что это видео стоящее, поделись им с друзьями. Ну а если тебе больше 20 и у тебя чешутся руки сделать что-то самостоятельно, наш канал My Galaxy будет для тебя интересным. Подпишись. Спасибо всем за то, что вы с нами. Мы советуем посмотреть вам и другие видео с нашего канала.